Привет всем, Арми! Когда мы поняли, что близость Чингука и Тэхёна основана не только на их взаимодействии в социальных сетях, но и на словах самого Тэхёна, некоторые детали стали бросаться в глаза. Кто-то даже пошутил, что для того, чтобы получить от него комментарий, нужно иметь рядом с именем определенный смайлик, связанный с Тэхёном и Чингуком. И учитывая, что онлайн-сессия вопросов и ответов на мероприятии Wired выявила между ними динамику, которую трудно игнорировать, я захотела оживить все это в более подробном видео, рассматривая факты, подтверждающие их слова. Потому что за их непринужденными подколками, когда Чингук спросил, действительно ли Тэхён учится играть на пианино. Очевидная реакция Тэхёна с легкой иронией в ответе была одной из самых интересных вещей, которые стоило наблюдать. Когда Чингук прочитал один из поисковых запросов о том, почему его называют «золотым Макне», Тэхён вмешался и сказал, что это связано с его снами о зачатии. Считается, что такие сны являются предзнаменованиями или знаками будущих беременностей или родов. 3 сентября 2016 года в интервью журналу Focus Korea Чингука спросили о его сне о зачатии. Он описал дождь, падающий на деревню, и место, куда он попадал, превращались в золото. Это был один из первых случаев, когда Чингук говорил о сне о зачатии, упомянутом Тэхёном. И учитывая, что 24 июля 2018 года Чингук снова поднял эту тему в стихотворении, которым он поделился с участниками группы, где он упомянул сон о зачатии своей матери, когда шел золотой дождь, и все, к чему прикасался ребенок, превращалось в золото, вероятно, Тэхён имел в виду именно этот сон. Однако, когда Намджун начал объяснять, что прозвище пришло от Хоби, который раньше считал Чингука величием и называл его «золотым семенем», а после дебюта объединил эти слова в «золотой Макне», потому что он был самым младшим и всегда хорошо справлялся. Когда Намджун упомянул другие прозвища, включая имя Тэхёна, Тэ, Чимин отметил, что японцы часто так его называют. Однако сам Тэхён объяснил, что это не японское имя, а прозвище, которое у него было еще в начальной школе. Хотя Чимин уже знал об этом, Чингук, похоже, узнал об этом совсем недавно. Когда он спросил, правда ли это, Тэхён просто подтвердил, что это его старое прозвище. Затем Чингук, естественно, сказал, что Тэ – милое прозвище, которое привлекло его внимание, потому что он сам часто его использует. Позже, когда Джин и Намджун спросили, чем Тэхён занимается во время перерывов, Тэхён выглядел задумчивым и, возможно, не знал, как ответить. Однако, поскольку это был прямой вопрос, Чингук ответил за него, сказав, что Тэхён постоянно волнуется. То, как Тэхён смотрел на него, и то, как он нервно теребил пальцы, ясно давали понять, что Чингук знает больше, чем может выразить словами. Однако затем Тэхён признался, что накануне 7 часов смотрел видео, включая 4 часа видео с имитацией голоса. Однако Чингук, похоже, на этом не остановился, поскольку прекрасно знал о привычках Тэхёна во время отдыха. В шутливой форме Чингук рассказал, что Тэхён отправлял случайные фотографии в групповой чат, сопровождаемые голосовыми сообщениями и другими фотографиями. Все ответили, что Тэхён действительно уникален. То, как Чингук объяснил это с улыбкой, в то время как Тэхён просто застенчиво улыбнулся, не отрицая этого, было очень мило. Казалось, Чингук хотел показать, что знает Тэхёна лучше всех. Когда Тэхёна спросили о его любимом фотографе, он с трудом произносил его имя, пока Чимин не подразнил его. Наконец, он ответил, что его любимый фотограф – Райан МакГинли. Намджун добавил, что фотограф известен тем, что снимает молодых людей. Тэхён сказал, что ему нравятся работы МакГинли, потому что они запечатлевают молодость со свободой и счастьем. Тот факт, что Тэхён снова упомянул его, показал, что он по-прежнему глубоко ценит стиль и точку зрения фотографа. Когда разговор перешел к фотографиям Тэхёна под псевдонимом Вент, Чингук повторил, что Тэхён все еще лично занимается созданием фотокниг. Тэхён просто слегка улыбнулся, не отрицая этого, как бы подтверждая, что Чингук действительно очень хорошо его знает. Далее, обсуждая привычку Юнги избегать зрительного контакта, Чингук упомянул, что взгляд на губы можно считать флиртом. Это вызвало смех, но стало еще интереснее, когда Тэхён спросил, как на самом деле флиртовать. Чингук объяснил правило треугольника, которое подразумевает переключение взгляда между глазами и губами. Это объяснение заставило многих связать его с моментами, когда они сами смотрели друг на друга таким образом.
Когда Тэхёна спросили, разговаривает ли он во сне, Чингук сразу же подтвердил это без колебаний, показав, что он знает об этом не понаслышке, особенно учитывая, что они спали вместе несколько месяцев назад. Чингук даже упомянул, что Тэхён шевелит пальцами ног во сне, что заставило Тэхёна радостно улыбнуться, вспомнив такую мелочь. Тэхён также упомянул другие привычки, такие как сон с открытыми глазами, потирание ног и прикосновение к мочке уха. То, как он это сказал, звучало конкретно, словно он имел в виду конкретного человека, и Чингук тут же подтвердил, что Тэхён часто трогал его уши. Это вызвало смех, словно это было уже известно. С самого начала у Тэхёна была привычка играть с мочками ушей во время флирта, и он часто делал это с Чингуком. Наконец, когда Тэхён сказал, что ему нужна подушка для сна, он взглянул на Чингука, словно намекая, возможно, Чингук и был той самой подушкой, когда они спали вместе. В конце концов, их взаимодействие стало еще более очевидным. То, как Чингук показал, что знает Тэхёна лучше, чем кто-либо другой, сделало их отношения более реальными и трудноигнорируемыми. И если рассматривать все это в целом, то это были не просто один или два момента, которые можно использовать в качестве примера, а целая серия повторяющихся взаимодействий, одни и те же модели поведения, одни и те же манеры, и одно и то же внимание, которое всегда проявлялось без принуждения. Потому что все изменилось не только из-за того, что они говорили, но и из-за того, как они это говорили, из-за их спонтанных реакций, и из-за того, как они всегда неосознанно возвращались друг к другу, словно среди множества окружающих их людей всегда был один человек, о котором они заботились больше всего. И в этом случае у Чингука всегда был свой способ показать, что Тэхён для него не просто друг, а человек, которого он действительно понимает до мельчайших деталей, вещей, которые даже сам Тэхён иногда не замечал, от простых привычек до того, как он отдыхает. Даже такие мелочи, как режим сна, ярко запечатлелись в памяти Чингука. И что еще интереснее, Тэхён никогда по-настоящему не отвергает и не отрицает их. Напротив, он часто просто улыбается, посмеивается или позволяет Чингуку говорить, как будто это что-то, что они оба разделяют естественным образом. Что-то, что не нуждается в объяснении, потому что это уже понятно. И в этом заключается красота их отношений, не в больших, очевидных вещах, а в мелких деталях, которые могут понять только они сами. Потому что истинная близость не всегда выражается в громких словах, она выражается через привычки, внимательность и то, как один помнит мелочи о другом. И если мы вернемся ко всем моментам, которые мы обсуждали, от того, как Чингук объясняет привычки Тэхёна, до того, как он отвечает за него на вопросы, до того, как он уверенно раскрывает вещи, которые даже сам Тэхён не стал бы раскрывать, все это указывает на одно. Существует уровень комфорта, доверия и близости, который невозможно подделать. И, возможно, именно поэтому многие люди чувствуют, что то, чем они делятся, ощущается по-другому, глубже и реальнее, чем просто случайное общение. Потому что в конце концов мы видим не просто двух людей, которые шутят, а двух людей, которые действительно знают друг друга. И среди всего этого есть одна вещь, которую нельзя игнорировать. То, как Чингук всегда уделяет внимание Тэхёну, и то, как Тэхён всегда отвечает ему. Не отказом, а тонким принятием, которое делает все еще яснее. Возможно, без необходимости объяснять это напрямую, без какого-либо явного подтверждения. Все, что мы видим, все, что мы чувствуем от их взаимодействия. Достаточно, чтобы все объяснить. Потому что иногда самые реальные вещи – это те, которые никогда не произносятся прямо, а только ощущаются. Именно поэтому их история всегда интересна для наблюдения. Она всегда вызывает у нас любопытство и желание узнать больше, потому что каждый показанный ими момент всегда несет в себе более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. И, возможно, именно поэтому, чем больше мы обращаем внимание, тем сложнее игнорировать то, что на самом деле происходит между ними. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now